Ну что, здравствуйте, дорогие участники и участницы. Рада вас видеть сегодня. Опять сегодня у нас третье задание, третий урок. И сегодня мы поговорим об идентичности. Это понятие ввел Карл Густав Юнг, великий психолог, психотерапевт, ученик Зигмунда Фрейда, который от него отошел в свое время, и это было тяжелое расставание. В общем, вся, по-моему, история психологии собрана в Вене. В общем, сам Бог велел мне здесь учиться и с вами делиться этими знаниями. Я очень этому рада. Коротко расскажу. Сегодня мы поговорим с вами о архетипах, о тех понятиях, частях нашей личности, которые Юнг ввел. И этот урок будет посвящен определению вашей текущей идентичности. Вы все помните, в тесте у вас был вопрос, с кем вы себя ассоциируете, с каким героем ассоциируете. Это все вот из этого порядка вещи. Расскажу, почему это важно. Ну, Юнг выделял прежде всего компоненты нашей психики. Это мужчина в женщине и женщина в мужчине. Это архетип персоны, архетип тени и архетип, то, что называл self. Назовем это самоидентичностью. По-разному, очень разные переводы, но у Юнга оно звучит как self. В принципе, он говорил о том, что существует, в общем-то, психику человека можно разделить на сознательную, да, часть психики, это то, что принято называть нашим эго, и на бессознательную часть. При этом бессознательную часть психики он тоже разделял собственно, наше собственное бессознательное и на коллективное бессознательное. Все, что наше эго из внешнего мира не принимает, да, вот эта сложившаяся часть личности, оно выдавливается в бессознательную области и живет, и иногда отравляет нам жизнь. И вот это понимание того, что у нас там в бессознательном находится, по Юнгу тоже очень важно было. Скажем, он говорил следующее, что у нас есть определенные маски, да, вот персона — это наш проводник нашего эго в социальный мир. То есть мы надеваем на себя определенную личину, личность приобретаем, да, для того, чтобы нам проще было общаться с социумом, с другими людьми, это или персональное. Можно сказать, что личный бренд — это наша персона, да, это представление нашего эго, нашей персоны. Ну, желательно все-таки у целостных людей это совпадает с внутренней сутью, не казаться, а быть. Вот, поэтому личному бренду верят, когда он, в общем-то, реально отражает self, да, внутреннюю суть человека. Это чувствуется интуитивно, когда человек целостный. Наша задача попытаться найти эту целостность в себе, понять, какие части у нас не соединены, какие работают против нас, и выявить. И так, значит, эго. Да? Вот эго проявляется через персону с социумом, с внешним миром. Через нашу тень, все, что наше эго выдавливает, то, что нам не нравится, да, и все наши опыты, какие-то негативные мы забываем, да, все, что нам не нравится в нас, уходит в бессознательное в виде нашей тени. И живет там и продолжает жить, и часто оно выражается через проекцию на других людей. Поэтому психологи всегда говорят, то, что нас раздражает в других людях, то мы не принимаем в себе. Мы проецируем эту тень на других. Люди, может быть, этого не имели в виду, но это в нас. И если мы сами завидуем, то мы думаем, что нам все завидуют. Если мы подозреваем всех, да, думаем, что нам хотят принести вред какой-то, то это в нас живет самих. Мы тоже так враждебно настроены. Поэтому тень — это, в общем-то, это надо понимать, это проводник в наше бессознательное. Да? Исследовать тень, понять, что у нас там, это очень важно. И еще один компонент — мужчина, внутренний мужчина в женщине и женщина в мужчине — это наш проводник коллективное бессознательное. Это теория Юнга, это вкратце в двух словах. Рассказ об этом. Юнг утверждал, что процесс индивидуализации, то, что он называл individuation process, его даже трудно перевести на русский адекватно, да? Будем так его называть, я перевожу как поиск идентичности. Ну, во всяком случае, я такой перевод сделала. Будем его придерживаться, потому что индивидуальность — это несколько другой момент. В общем, поиск идентичности. Он позволяет собрать в кучу в нашей психике и заставить эти части наши работать как единое целое. Только тогда, когда мы признаем и вымем из себя свою тень, когда мы поймем свою персону и эго осознаем полностью, да, что это просто наше представление во внешнем мире, наша роль,
когда мы осознаем мужчину нашу в себе, в женщине, да, и женщину в мужчине, когда мы поймем представление наше бессознательным, что подавлено на уровне очень глубоких физических базовых инстинктов, когда мы сможем эти части соединить, мы станем той гармоничной личностью, которую писал Юнг, и пройдем этот процесс. И наша задача в этом тренинге — это добиться, выйти на этот путь разговора с собой, понимания и приятия себя. Юнг сам упоминал, что часто у людей эти вещи разрознены, и это приносит колоссальные проблемы в нашу жизнь. Поэтому мы попробуем научиться разговаривать с этими частями, мы попробуем с ними поработать, но это будет потом. Сейчас в точке А нам надо с вами определиться, что у нас запрятано, вытянуть это на свет Божий, поэтому задача у нас будет такая. Вы попробуйте ответить сегодня на следующие вопросы. Какой я человек? Какие характеристики определяют мою личность? Попробуйте выписать хорошие характеристики. 5 хороших характеристик о себе минимум. Если вам сложно самому себя характеризовать позитивно, попросите ваших друзей, там 5 друзей, спросите, вот как бы вы меня характеризовали, какие мои хорошие черты. То есть это надо вытянуть, это надо понять и посмотреть, выписать себе на лист бумаги. Подумайте над тем, кто вас вдохновляет среди исторических личностей. Мой пример, я вам скажу, когда об этом задумалась, у меня были герои типа Нельсона Манделы, Индиры Ганди и Спартака. Я подумала: Ира, господи, какой же тебя ждет конец? Один 20 лет в тюрьме, другую расстреляли, третий там рабов поднял на восстание и тоже как бы решил, в общем-то, погибнуть вместе с ними. Печально. Я себе сказала: Ира, я хочу жить счастливо. Давай мы когда перепишем. И я переписала этот сценарий. Но реально я шла по пути вот этого сгорания, данга, света и огонь людям. Потом подумала: нет. Но это мой пример, да, вы должны выцепить в себе такие вещи. Это очень важно, поверьте мне. И это, наверное, вот одно из ключевых задач для нас будет. То есть поэтому подумайте, кто вас из исторических личностей вдохновляет, вот что вас цепляет. Кто вдохновляет вас среди героев вымышленных произведений, мифы. Греческие мифы лучше всего. С кем вы все-таки ассоциируете? Мне после этого упражнения с героем, мне с мифами было очень трудно себя ассоциировать, я сразу вам скажу. С историческими личностями ближе, но я так прагматик и логик, поэтому у кого образное мышление, тем, может быть, вообще проще это все будет. Но я только смогла себя уже потом идентифицировать с Герой, с богиней, когда я прошла какую-то работу над собой провела. Я поняла, что да, я за жизнь. Меня вот это вдохновляет, меня реально вот эти образы. Вы должны понять, кто. В общем, подумайте, это очень важно, то есть среди исторических личностей и среди мифологических. Важно тоже понять, с каким животным вы себя ассоциируете, что у вас выходит на ассоциациях. У вас был этот вопрос в тесте, возможно, многие уже ответили. Посмотрите, подумайте еще раз. Вот первое, что приходит в голову, не очень думая, не слишком думая, вот эти моменты себе напишите. И последний вопрос, вот я вас мягко подводила, когда просила вас опросить ваших друзей по вашим хорошим чертам, все-таки какой вы человек, в чем ваша уникальность. Вы можете этот вопрос тоже друзьям задать, когда они вас будут характеризовать. Вот 5 хороших характеристик, и в чем вот вы уникальны, тоже, если вам сложно, потому что людям многим часто бывает это сложно сказать. Подумайте, если вы можете, это прекрасно. То есть, я жду от вас вот эти ответы. И следующее задание, оно довольно сложное. Я не уверена, что вы его все выполните, но я вас прошу подумать и по возможности попытаться его хотя бы начать выполнять. Кому-то дается легко, кому-то сложно. Я первый раз, наверное, мучилась полдня и еле дописала, но задача в следующем. Надо написать сказку о себе, сказку именно, где вы главный герой. Подумайте, какой сюжет, и, в общем, опишите. Важно, конечно, начало, важно развитие сюжета и важно, естественно, завершение. Еще раз скажу, это первый вариант сценария, это первое вытягивание из себя вашего сценария, поэтому потратьте на это время. Попытайтесь это сделать с удовольствием. Если вы застрянете, вы тоже не переживайте. Вы выложите те куски, которые у вас получились. В принципе,
Если вы не очень хотите ее выкладывать на всеобщее обозрение, можете мне по e-mail высылать. Но из сказки я очень ожидаю те вещи, которые я хочу от вас увидеть, как бы для обратной связи мне это даст большое понимание, как дальше работать. Если особенно вы какие-то проблемы решите озвучить потом для групповой работы. Поэтому, в принципе, это задание, сказку вы можете не выкладывать в группу, вы просто высылаете мне по e-mail. Вот, а в группу вы выкладываете вот то, что я говорила, ответы на основные вопросы. Какой вы человек, какие характеристики определяют вашу личность. Вот сколько друзей просите, по 5 характеристик соберите, самые лучшие, там, ну, до 20, я думаю, 21 можете оставить, сколько получится. Кто вас вдохновляет среди исторических личностей, кто из архетипов вам ближе среди мифических героев, скажем, греческих мифов, богов, вот, римских, вот что-то такое, и с каким животным вы ассоциируете себя. А также последний ключевой, в чем ваша уникальность, как вы думаете на сегодня. Ну что, удачи, вдохновения, жду ваших ответов. Не забывайте про обратную связь, про рефлексию. Обязательно пишите, что вы, какие ощущения у вас вызвало это, да, что вы чувствовали, да, что было хорошего, что было тяжело, в чем вы застряли, да, и что вы порекомендовали бы улучшить. Ну что, удачи, вдохновения. Я еще выкладываю видео по архетипам по Юнгу тоже. Кто знает английский, я советую посмотреть его. Я вам, в принципе, вначале краткое summary рассказала на русском. Вот. Ну, полезно будет посмотреть. Там еще есть в YouTube ряд подборок. Ну, посмотрите сами, если будет интересно, если время есть. Но суть основная в этом, по сути, видео по архетипам вам дана будет. Все, ребята, удачи вам, до следующей встречи. Всего хорошего, ну, вдохновения в сказкотерапии. Всего хорошего, пока-пока.